Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю вкуснейший шоколадный пирог. Он фактически как торт. Получается влажный, сочный, даже без пропитки и крема, с насыщенным шоколадным вкусом. Готовится из самых доступных продуктов. И очень просто и быстро. А на следующий день этот пирог получается еще вкуснее. Влага в нем распределяется более равномерно. И он получается вообще просто божественный. Каждый кусочек тает во рту. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления теста мне понадобится я подготовила форму, размер 28 на 18 сантиметров. Дно я выстелила пергаментной бумагой. Форму я ничем не смазываю, у меня бумага хорошего качества, к ней ничего не прилипает. В муку всыпаю какао, добавляю пол чайной ложки соды, это 3 грамма, и разрыхлитель. Я использую и разрыхлитель, и соду, так как тесто довольно тяжелое, и так ему легче будет подниматься. Немного все перемешиваю. Разбиваю в миску 4 яйца среднего размера. Добавляю щепотку соли, всыпаю сахар. Хорошо взбиваю миксером примерно в течение 5 минут в пышную светлую массу. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Вливаю растительное масло без запаха. И вливаю растопленное сливочное. Перемешиваю. Вливаю молоко. Также слегка перемешиваю. Просеиваю мучную смесь. И перемешиваю. Тесто здесь получается не густое. И теперь в самом конце, когда все уже смешали, добавляю в него 1 столовую ложку уксуса. Это нужно для того, чтобы погасить соду, так как в этом тесте нет кисломолочных продуктов. Уксус я использую 5%. Перемешиваю, и тесто готово. Выливаю его в заранее подготовленную форму. Разравниваю. И отправляю выпекаться в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму с тестом я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Вот такой красавец пирог получился, он высоко поднялся. Обязательно проверяем его готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Пирог у меня совсем немного сверху треснул, но в этом нет ничего страшного, так как его сверху буду покрывать еще глазурью. Мой пирог я сразу буду извлекать из формы, чтобы он быстрее остывал. Пройдусь тонким ножом по краю. Опа, какой красавчик! Я его сразу переверну на решетку. Выглядит он просто великолепно. Стоит такой насыщенный аромат шоколада. Оставляю корж полностью остыть. Приготовлю шоколадную глазурь, и для этого мне понадобится я использую вот такой черный шоколад с содержанием какао 85%. Но на самом деле можно использовать любой черный шоколад, либо молочный. Я разламываю шоколад на кусочки и буду растапливать его в микроволновке. Если вы хотите, можно растопить и на водяной бане. Как вам больше нравится. Я сразу в шоколад добавляю сливочное масло и добавляю растительное без запаха. Буду прогревать в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы шоколад не свернулся. У меня получилась вот такая замечательная шоколадная глазурь. Корж я переложила на тарелку и выливаю сверху глазурь. Делаю такие легкие подтеки. Если хотите, можно просто даже промазать бока, но я это делать не буду, просто делаю вот такие легкие потеки. Глазурь очень хорошая, такая блестящая. Красота! По желанию пирог можно и сверху еще присыпать шоколадной посыпкой. Этот пирог получается просто как настоящий торт. И сейчас пирог надо отправить в холодильник, чтобы застыла глазурь. Но я этого делать не буду. У меня все домашние уже хотят попробовать этот замечательный пирог-торт. Поэтому я его буду разрезать сразу.
Вы только посмотрите, какой великолепный получился пирог. Он фактически как торт. А готовится очень просто и быстро. Пирог получается такой влажный, сочный, даже без пропитки, с насыщенным шоколадным вкусом. Рекомендую его приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.